Привет, друзья! Это СЛЭН «Серебряная пуля», это Радмила Аитова, солистка Детского национального театра оперы и балета. очередная обучалка для полденсеров, для танцоров, как обращаться со своими руками в танце. Наши ручки играют сумасшедшую роль в нашем номере. Они могут рассказывать нашу историю, либо не рассказывать ничего, либо отказываться от всего, либо совсем соглашаться, либо обращаться к вам, либо говорить: нет, 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 не подходите ко мне и так далее. То есть руки очень важны, пожалуйста, не забывайте про них и включайте их в действие. Очень важен воздух под мышками. Это наш чисто сугубый, наверное, балетный термин — воздух под мышками. Как он выглядит в работе? Когда я обычный человек, вот у меня отсутствует воздух под мышками, я хожу, я абсолютно приземлен в жизни, и никто не скажет, что я могу, в принципе, прыгать. Как только я включаю термин «воздух под мышками», становится легче. И кажется, что я вот-вот я взлечу, я совершенно, я легкий мотылечек, не знаю, неземной. И тем самым мы обманываем зрителя, используя воздух под мышками, мы создаем впечатление легкости, такого чего-то волшебства, магии какой-то. Кисточки в первую очередь должны быть живыми и легкими. Легкие кисточки, мягкие, если это что-нибудь женственное, легкое, волшебное, да. Кисточки и пальчики мы должны держать максимально узенько, как если наш номер содержит в себе какие-то упражнения, будь то контемп, или это классический балет, или это стилизованный под классический танец номер, то наши кисточки строятся элементарным и прекрасным детским способом. Мы большой пальчик присоединяем к нижней фаланге третьего, среднего пальчика, и закрываем тюльпанчик. То есть наш цветочек закрылся. Теперь я начинаю разъединять лепесточки. Сначала у меня разошлись указательные пальчики, мизинчики, безымянные, и самые последние разошлись третьи. И моя кисточка узенькая, я могу на нее подуть, и мои пальчики живут каждый в отдельной квартире. Они не живут в коммуналке. У них у каждого, да, вот они не живут в коммуналке. У каждого есть своя отдельная квартирка, и они нежные, легкие, узенькие, говорящие, да. Вот мои кисточки, мой воздух под мышкой, и я готова лететь. Для того, чтобы разбудить наши пальчики, есть элементарные. Начинаем с упражнения простого. Это веерочек, да, когда я отдельно каждый мизинец, безымянный, средний, указательный, большой закрываю, и также их раскрываю. Да, то есть я бужу их сначала, потом я бужу полностью кисть. Сначала в определенном темпе, например, я делаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6. То есть я бужу полностью включаю свою кисточку, свои пальчики, чтобы кровь по ним побежала, чтобы они ожили. Следующее упражнение, которое мы можем использовать, это визуализация. То есть я представляю, как будто бы передо мной чан с водой, с приятной, теплой водичкой, и я пальчиками, ручками в этой водичке купаюсь. Я чувствую каждую капельку, я чувствую, какая мягкая, какая приятная эта вода. Я как будто бы водичка обволакивает каждый мой пальчик, я разговариваю с каждой капелькой, а потом я просто все это разбрызгиваю и сбрасываю ручки. И вот это тоже одно из вариантов, как можно разбудить свои ручки. Следующее упражнение — это когда мы представляем свои ручки как крылышки. То есть здесь мы разбудили до этого кисти, теперь мы будем включать локти и воздух под мышками. Начинают локоточки, кисточки проснулись, локоточки заканчивают. Опять они. Опять пальчики живут, ручки красивые. Да, мои ручки становятся крылышками. Потом они могут работать чуть выше, да, локоточки, пальчики. И самые большие амплитудные
амплитудные взмахи, уже мощными крылышками, мощными ручками. Это касательно классических рук. То есть мы в движении руками включаем не только кисти, а еще и локти и да, плечи. Еще и локти, да, и плечи, и подмышки. И представляем то, что у нас ручки бесконечные. То есть я разговариваю со зрителем за счет амплитудных или иногда коротких каких-то движений руками. Руки — это моя душа, так же, как мои глаза. Следующая тренировка, которая поможет нам создать образ, либо дополнить его, это тренировка наших рук и работа рук рядом с лицом. Да. Если я хочу создать нежность, я просто не переставая, включая музыку, глажу себя по лицу. Да, я продаю свои глазки, я нежно трогаю себя за щечки, за шейку. Да, то есть мои ручки дополняют и создают нежность и ауру легкости какой-то, и иногда загадочности вокруг меня. Если же я хочу сделать что-то более резкое, то, соответственно, мои пальцы выглядят более хищно, резко, серьезно, да, мои руки имеют более угловатые и сильные движения. Да, я могу закрыть себя, могу открыть себя, могу спрятать себя. И опять-таки продать себя. Да, и обратиться к зрителю я могу резко, или нежно, или скромно, или с любовью. Сколько времени уделяется на тренировку рук? Это очень индивидуальное дело. Как правило, наверное, вся жизнь уходит на тренировку рук, на наполнение наших рук историей, смыслом. Это можно делать хоть где. Порой я иногда очень забавно ловлю себя на мысли, когда я, идя, например, из театра в студию или обратно, и прокручиваю какой-либо номер, который у меня будет там впереди, или партию какую-то, которую мне предстоит танцевать на неделю. И бывает, что я в голове это прокручиваю, и вдруг у меня начинает работать рука, я думаю, так, вот сейчас вот здесь у меня там будет нюанс какой-то, я этот нюанс дополню. А потом я думаю, так, соберись, руки убери в карманы, убери, люди кругом, ты что, соберись, очнись, да. То есть работать над руками можно круглосуточно, круглогодично и всю жизнь. Это никогда не будет плохо, это будет всегда только на пользу и на радость зрителю и нам.